Приветствую всех вас, мои дорогие криптоэнтузиасты! Скажу сразу, что в этом выпуске вас ждет знакомство с новой, предстоящей игрой, работающей в сети BSC, которая называется MemLords. Отмечу, что MemLords – это нисходящая ролевая игра, которая стремится по максимуму использовать существующую технологию блокчейн для увековечивания каждого MemLords. Причем сделать все это в формате невзаимозаменяемых токенов. То есть в рамках игры вы сможете не просто сражаться, путешествовать по карте загадочных земель, но и общаться с другими такими же игроками, собирать всевозможные предметы, питаемые коллективными мыслеформами всего человечества, что, как по мне, уже звучит очень и очень здорово. Однако, чтобы до конца разобраться со всей этой концепцией, предлагаю вам не переключаться и досмотреть данный выпуск до конца. А пока обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы это еще по каким-то причинам не сделали. Ну и, конечно же, не забывайте активировать колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех моих новых публикаций. Что ж, с этим, я думаю, все понятно, поэтому давайте уже наконец-то перейдем к особенностям игры. Итак, как я уже успела сказать, в основу данной игры легли NFT минтинг, то есть путешествие по открытому миру игры, который при этом будет таить в себе много опасностей, сражений и приключений. Вы сможете как создавать свои уникальные MemLords NFT, так и обеспечивать им путь домой к MemStream. Более того, благодаря встроенным трансформациям вы легко можете развивать своего лорда с помощью уникальных сложных деревьев персонажей, где из более простого лорда вы легко сможете сделать очень известную личность, среди которых, как вы видите, можно легко будет встретить как Билла Гейтса, Марка Цукерберга, так и Илона Маска, что, как по мне, очень здорово и увлекательно. А что по этому поводу думаете вы? Напишите в комментариях, какой бы вы знаменитой личностью хотели стать или же овладеть в рамках данной игры. Мне будет крайне интересно узнать ваше мнение на этот счет. А пока давайте перейдем к самой стратегии игры. Скажу сразу, что разработчики были вдохновлены многими популярными играми, в которые играют геймеры по всему миру каждый день. Поэтому в качестве своей динамичной боевой стратегии они выбрали пошаговую систему, которая позволяет менее активному MemLords лечить и усиливать вашего другого, более сильного и главного лорда, пока он участвует в тех или иных сражениях. Таким образом, в сочетании с глубокой системой привязанности, вам необходимо будет намного точнее выбирать свою стратегию игры, рассматривая при этом каждого MemLords в вашей группе, что, согласитесь, опять же очень интересно. Если же говорить о самой многопользовательской карте, которую вы сможете исследовать в ходе своей игры, то, как я уже говорила в самом начале, она будет представлять собой таинственное царство, которое будет включать в себя коллективные мыслеформы, какие в свою очередь будут появляться у вас на пути в виде призрачных форм. Но что это значит мыслеформа, быть может, спросите меня вы? На что я отвечу, что мыслеформа – это воображение людей, о которых мы думаем больше всего в качестве MemLords. Среди них может легко быть как Усама, Трамп, так и Ким Чен Ын и многие другие, с которыми вы по сути можете сразиться, а затем поймать их и потом уже отчеканить их как NFT. Одним словом, погрузиться в мир данной игры вы сможете уже совсем скоро, поэтому обязательно подписывайтесь на официальные социальные сети MemLords, чтобы не упустить данное событие. А сейчас я в двух словах расскажу вам о текущих успехах проекта, а именно о его листингах и предпродаже, которая, кстати, уже была успешно завершена. Итак, если же говорить о листингах, то на текущий момент токен Lord доступен для покупки на всеми знакомой нам торговой платформе сети BSC PancakeSwap, чему лично я очень рада. А также совсем недавно MemLords был добавлен еще на одну набирающую популярность платформу под названием SuperShiba. При этом благодаря встроенной технологии смарт-контрактов все участники данной игры смогут не только добиваться успехов в игре, приобретая свои NFT MemLords, но и участвовать в распределении аж 50% всех налогов с майнинга NFT. То есть, когда пользователь будет чеканить MemLords NFT, то к расходам на газ добавится еще небольшой налог, который будет суммироваться и делиться пополам, из которых 50% как раз таки и будет перераспределяться между всеми держателями токена MemLords, а оставшаяся сумма отправится в фонд для устойчивого развития и на маркетинг, который и будет направлен на популяризацию самого проекта. При этом все владельцы токена получат приятные скидки при покупке каких-то уникальных NFT-скинов и NFT-предметов, которые хоть и не повлияют на сам игровой процесс, но все же способны вам будут принести какие-то очки во время игры.
В любом случае, все вышеперечисленные моменты касаемо Meme Lords – это лишь только прототипы самой игры, поэтому конечную графику вы сможете увидеть лишь только после запуска Meme Lords. Так что, дорогие друзья, как я уже говорила, присоединяйтесь к уже и так немаленькому сообществу Meme Lords в Telegram и следите за всеми их новостями и обновлениями, если вас искренне привлекла данная игра. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание, желаю удачи и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска.